Итак, друзья, всем привет, вы на канале Сершафт, и сегодня будет видосик про микрофон. Да, ко мне приехал новый микрофон, динамический, фирмы Fifine. И это не просто микрофон, а это целый набор с пантографом, который можно просто брать и сразу пользоваться. Вот про такой вот набор я вам сейчас буду рассказывать. Ну что, погнали посмотрим что-то внутри, распакуем, потестируем и сделаем заключительное мнение, решение об этом микрофоне. Погнали! Вот так вот эта коробочка выглядит вблизи. Это динамический микрофон вот с таким интересным комплектом. То есть сам микрофон, паук с LED-подсветкой и плюс добавок ко всему вот такой вот комплект, еще пантограф. На одной из боковинок коробки указана комплектация, что идет в комплекте. Это микрофон, кабель Type-C, паук антивибрационный, еще один кабель Type-C для подсветки, пантограф и крепление для пантографа. Внутри коробочки, собственно, такая комплектация. Запаковано все очень качественно, очень удобно доставать. Мне это понравилось, это очень круто. Есть вот такая вот брошюрка, инструкция на английском языке. Здесь вы можете посмотреть комплектацию, есть рекомендации по настройке, по подключению. Собственно, все самое необходимое. Обратная сторона инструкции. Я думаю, у кого будет большое желание, все ссылочки я оставлю в описании. Можете перейти и посмотреть там и цену, и основные характеристики. Модель K651 динамическая, USB. Также данный девайс можно подключить к MacBook через переходник и к PlayStation. К Xbox, я насколько знаю, данные микрофоны не подходят. Так что у кого PlayStation, милости просим. Дальше давайте по порядку. Первая коробочка достаем. Здесь у нас вот такой паук, выполнен из пластмассы, вот с такими вот лепестками, которые будет подсвечиваться. Здесь все на резиночках, чтобы гасить вибро, всякие удары по столу и так далее. Крепление для пантографа, ну и крепление самого микрофона производится резьбой. Давайте эту штучку сразу снимем. Следующая коробочка, а в ней, собственно, я так понял, лежит сам микрофон. Да, нифига себе, он оказывается маленький. Смотрите, какой маленький компактный микрофончик. Вот просто лежит в одной руке, улыбочка. Здесь подключение USB Type-C, ну и сама сетка с составленным поролоном для выполнения функции поп-фильтра. То есть поп-фильтр здесь получается встроенный. Хочу также показать его размер, чтобы это было понятно. Примерно 13 сантиметров, прямо вот до самого края. Ну, то есть это очень компактный микрофон. Микрофон вкручивается вот сюда. Следующая коробка. Крепление пантографа к столу. Два кабеля. С одной стороны Type-C, с другой стороны USB-A. Здесь они подписаны, чтобы их не перепутать. Один у нас идет для LED подсветки. Здесь вот видите, даже нарисовано такой вот значок, чтобы мы понимали, что это для паука. И вторая непосредственно для самого микрофона. Есть такие вот липучечки. Fifine. Длина провода 2 метра 60 сантиметров. Здесь у нас вот такие вот наконечнички для защиты USB-порта. И третья коробка, непосредственно находится сам пантограф. На этом все, друзья, в коробочке больше ничего нет. Провод, кстати, довольно-таки мягкий и гибкий, то есть провод не жесткий. И эти провода также отличаются еще по толщине. Тот, который идет для подсветки, он идет тоньше. То есть прям видите, разница существенная. А тот провод, который идет для микрофона, он в 2 раза практически толще. Давайте все это дело пробовать подключать. Подключу пока зарядку. Вот такая вот у нас ракета получилась. Здесь вот в этой части есть кнопочка. И этой кнопочкой мы можем переключать, ставить разные цвета. Голубой, белый, зеленый, красный и так далее. Если подержать, то она просто выключается. Либо включается. Интересное решение. Мне интересно, как это будет смотреться все на камере, на вебке. Потому что все эти микрофоны в основном покупаются для стримов.
Клево. Все, давайте подключать, смотреть и слушать качество этого микрофона. Сам микрофон, качество — это самое важное. В сборке пантографа никаких вопросов, я думаю, возникнуть не должно. Берете крепление. Прикручиваете его к столу. Все очень просто и удобно. Собственно, ребят, все установил на пантограф. Проблем вообще никаких не составило. Держится здесь очень уверенно. Никаких дополнительных регулировок в принципе не нужно. То есть просто все взяли, поставили и собрали. Подключил все провода, и вот, пожалуйста, все работает. Как-то так. Дальше что будет? Сейчас я какое-то время потестирую, и потом допишу видос и расскажу вам. А те, кто у меня приходит на стрим на моем втором канале Sershaft 777 Games, уже этот микрофон могли видеть на стриме. Собственно, дальше тест. Погнали. Итак, друзья, теперь давайте приступим к тестам. Сейчас вы слушаете звук непосредственно с камеры, без каких-либо дополнительных микрофонов, чтобы вы понимали примерно, какой звук вы можете получить, не используя ничего, ни петлички, ни микрофоны. Включается холодильник, вы его слышите, пожалуйста. И сейчас на этом контрасте вы услышите звук непосредственно с микрофона Fifine. Но для начала давайте протестим клавиатуру. У меня есть вот такая мембранная клавиатура. Вот так вы слышите звук. У меня есть механический кейпад. Вот здесь он у меня находится. Вот такого плана. Не знаю, какую кнопочку нажать, чтобы ничего не прекратилось записываться. Давайте попробуем нажать 6, допустим. Вы слышите прекрасно, как кто-то где-то ходит, шевелится. Ну а теперь давайте переключимся на этот микрофон, и вы просто оцените разницу. То есть разница в звуке или нет. Все, поехали. И вот теперь звук вы уже слышите с микрофона Fifine K651. Я думаю, что разница ощутима. Давайте я помолчу и послушаем, как это слышно. Удивительно, пропали все шумы. Пропал звук холодильника, каких-то ходящих людей, каких-то шевелений вокруг. Но они так и продолжаются. Но вы этого не слышите. Давайте тест клавиатуры. Нажимаем какую-нибудь пятерочку. Это была мембранка. Механическая. Ну, как вам такой результат? Единственное, еще могу оговориться, мне бы хотелось бы, я уже вчера постримил, если кто-то был на стриме на моем втором канале, уже качество этого микрофона оценили и сказали good, nice, хорошо, отлично. Но я, послушав запись стрима, посмотрел и услышал, что когда я близко нахожусь к микрофону, но это вне рекомендаций, то есть нужно с расстояния примерно 10 сантиметров от рта разговаривать в этот микрофон. Но если вы хотите говорить шепотом, вы будете слышать всякие П и П, и они будут стрелять. То есть здесь недовольно качественно сделан поп-фильтр. Он здесь есть подсетка, здесь выполнена поролоновая какая-то такая прокладочка и в принципе гасит. Но у нас есть вот такие вот поролоновые ветрозащиты. Вы можете нацепить ее дополнительно. И после этого разговаривать шепотом. И все будет работать отлично, вплотную к микрофону.
Да, ребят, вот простейшая штука, которую, наверное, надо будет докупить, чтобы прямо было все идеально. Что касаемо микрофона, чем отличаются динамические микрофоны от обычных конденсаторных? То есть динамический микрофон не захватывает шум вокруг. То есть это микрофон идеально создан для стримеров, чтобы ему не пришлось делать вокруг шумоизоляцию, какую-то специальную комнату. Вот, берете просто динамический микрофон и пользуйтесь им. Этот микрофон подключается всего лишь по USB. Не нужно вообще никаких драйверов. Этот микрофон подходит для компьютера, PlayStation и Mac'ов. Также у этого микрофона есть подсветка. Здесь и есть кнопка включения и отключения этой подсветки. То есть вы, нажимая ее, можете отключить, либо полностью включить. И также нажимая на эту кнопку, не удерживая, вы можете переключать эти режимы и включать тем самым разные цвета. И зрителям на стримах на ваших, я думаю, понравится, что у вас какая-то есть изюминка, вот такая вот ракета, которая улетает просто, ну, не на Луну, но хороший звук она вам реально может доставить. Как я уже говорил, микрофон очень компактных размеров, очень легко регулируется, и когда вы закончили стрим, все выключили, вы можете просто отодвинуть его в сторону. При этом достаточно просто заглушить звук. Сейчас светятся улыбочки у нас беленького цвета. Я глушу звук, и они становятся красным. После этого мы его просто отодвигаем в сторону и идем спать. Это очень удобно и нет никакого дополнительного геморроя. Также я хочу показать вам настройки микрофона, какой уровень нужно поставить, чтобы достигнуть хорошего звука на самой Windows. Так как у него дополнительных программ нету Fifine, вы регулируете усиление звука в самой программе на Windows. Открываете диспетчер звука, видите ваш микрофон Fifine и выставляете уровень громкости 60%. Все, что нужно сделать, это вот это. Дальше вы в своей стриминговой программе или программу, в которой вы записываете звук, просто выставляете, чтобы ваш звук был в районе минус 12-16 дБ. У меня, как вы видите, даже чуть-чуть больше. Сейчас вы слушаете обработанный звук, этот звук, который наложен специальными плагинами в этой замечательной программе. Но вы их можете всегда убрать и послушать, как микрофон работает без них. Давайте посмотрим, какие плагины я использую. Для этого мы заходим в фильтры. Но вряд ли вы будете использовать вообще какие-то микрофоны без каких-то дополнительных плагинов. Зачем вам это, если можно звук улучшить еще во много раз? Фильтры. И видим все плагины, которые у меня включены. Лимитер. Это чтобы, когда я орал, он не перезагружался и не клиповал. Компрессор. Вот такие вот у меня настройки. Пропускной уровень шума. Усиление. Плагин VST. TDR Nova стоит. И плагин шумоподавления. Это встроенный в VBS-ку. Сейчас мы послушаем с вами звук, как этот микрофон звучит без дополнительных плагинов. Выключаем все. Специально помолчал, чтобы вы понимали, какой звук вы можете получить с этого микрофона, не прибегая ни к каким дополнительным улучшалкам. Также вы можете поставить сюда вот эту замечательную ветрозащиту, чтобы вы говорили вплотную, не было никаких взрывающих ПБ и так далее, и получали вот такой звук. А потом уже в программе на монтаже просто улучшали, накладывали также компрессию, шумодавы и все, что вы хотите. Но так как микрофон шумов производит очень мало, очень, то по идее здесь практически накладывать ничего не приходится. Холодильник также работает, он жужжит, это слышно, но вы этого не слышите. И как объяснить просто специфику динамики, да, вот этого динамического микрофона. То есть здесь вы голос слышите хорошо. Когда я буду отходить вправо или влево, вы будете слышать его хуже. 1, 2, 3, 4. Раз, 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 2, 3, 4. То есть здесь звук у вас уже доходит совершенно намного хуже. И поэтому многие шумы сюда просто и не приходят. Ну, насколько вы понимаете, вот такой звук можно получить чистым с этого микрофона при 60%
процентах уровня громкости в винде. Сейчас, как видите, он доходит до где-то 20. Включаем все плагины обратно. И получаем просто идеальнейший звук, который можно сравнить с микрофонами, которые стоят 3-4 раза дороже этого. Поверьте, ребят, у меня есть свой личный микрофон еще Shure, и я вот сейчас подумаю, наверное, все-таки его продать. Этот удобней. То есть его можно просто подключить по USB. Он очень маленький и компактный. Для него нужен очень маленький пантограф. То есть реально он практически не занимает у меня на столе места. И при этом вы получаете довольно-таки качественный звук. Если вам не нужна подсветка, можете просто взять ее и отключить. Пожалуйста. К вам никто не навязывает свое мнение, что вы должны сидеть обязательно с подсветкой. По мне, так это реально очень достойный комплект. Именно комплект. Микрофон, виброгасящая насадка, назовем ее паук. Если вы будете стукать по столу, то есть вам не будут переходить никакие вибрации. Понимаете, да? И при этом вам не нужно делать никакую дополнительную звукоизоляцию комнаты. При этом на стримах вы всегда можете себя заглушить, и у вас есть индикация красным цветом, что сейчас микрофон у вас недоступен. Все элементарно, компактно, качественно. Мне понравилось. Я изначально, когда подключал и начинал тестировать, я думал, что здесь будет немного другое качество, думал пониже. То есть, в принципе, цена-то не такая высокая. Ссылочка на него, кстати, в описании. Можете пройти посмотреть, сколько он сейчас стоит. С AliExpress продукция также все уходит, все приходит. У меня сейчас все поступает. И где, если не там, сейчас вы будете заказывать технику. А вот на эти вещи нужно непосредственно обращать внимание. Fifine, ты меня просто удивляешь. Я даже не задумывался об этом, что здесь может быть такое качество. Ну, серьезно. Из небольших минусов, которые я хотел бы отметить, ребят. Для меня это все-таки, наверное, два провода USB, потому что один идет на подсветку, один на микрофон. И это два занятых разъема USB в компьютере. У многих я знаю, что нет столько свободных USB разъемов, и это будет, наверное, проблемой. Было бы удобно, если бы провод шел бы какой-нибудь раздвоенный. Но, возможно, это сделано из-за того, чтобы не было каких-то шумов, фонов от LED-подсветки. Чтобы звук был реально чистый и качественный. Давайте еще раз затестим звук. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Блин, ну это просто сказка какая-то. То есть этот микрофон больше подойдет стримерам, кастерам. Да, вы можете спокойненько все взять и записывать. Сделать на нем, записать какую-то озвучку. Не знаю, насколько он подойдет певцам. Я думаю, в принципе, приспособиться можно ко всему. Также поставить какие-нибудь лимитеры, обработки дополнительные. И, пожалуйста, пойте, веселитесь. Но стримерам особенно нужно обратить на этот девайс внимание. Сейчас еще будет вставочка со стрима, который у меня проходил на днях. Это было первое подключение. Без танцев с бубном. Просто собрал. Подключил все USB разъемы. Поставил громкость 60%. Здесь у меня настройки остались прежние с микрофона Shure. Вот эти все плагины. Я ничего не добавлял, громкости уровня ничего не менял. И отлично постримил и удивился качеству звука. Что вам еще нужно? На этом у меня все. Ссылочка на этот микрофон будет в описании. Можете посмотреть подробные характеристики, цены. Ссылочка на стрим, который я проводил с тестом и первого включения, тоже будет в описании. Можете пройти посмотреть своими глазами, увидеть, какой звук у меня был. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой Яндекс.Дзен. Это будет полный клон Ютуба, и я буду выкладывать и сюда на Ютуб, и сюда на Дзен. То есть, смотря где вы смотрите. Также подпишитесь обязательно на мой телеграм-канал. Там мы с вами точно не потеряемся. И сориентируемся, где вы сможете меня найти, и где будут выходить новые ролики, видосики. Для производителей, которые предоставляют на обзор свою технику, у меня ничего не поменялось. Я также работаю, я также выкладываю YouTube, несмотря на монетизацию. Все видосы будут выходить по порядку. На этом у меня все. Всем мир. Всем пока, ребят.
Скоро будет киберпанк. Через 10 дней. Сейчас мы добьем все это дело. Я прямо просто взял на скорую руку, все подключил. Ничего не настраивал. В OBS все те же самые настройки. И вот просто подрубился. И вот такой звук вы получаете. Но улучшалок там настроено. В OBS. Я с Шуром катал, там тоже были настройки. Мощность микрофона сейчас стоит на 60% в винде. Ну, как и сказал производитель. Там, где мне столько светлячков-то взять? Тут еще один летает. Еще 2. Ну, походу, это не сейчас будет, да? Где-то на другой катке, наверное, возьмем. Что-то они на меня напали-то все, блин. Можно, кстати, поменять, чтобы не моргало. Можно поставить ровненько. Надо на всякий случай, наверное, пиццу взять. Если не дает, давай на всякий случай возьмем. Не, пофигу, да? Я типа в зоне, да? Нифига там сундуков-то. Ай, прямо, блядь. Не доставайся ты никому, как говорится. Блин, прикинь, тут еще они держали. А что я сделаю, блин? Соберите светлячков. Я вот здесь. Давай попробуем сюда рвануть. Еще светлячков собрать. Снять противников из автомата. Один, еще одного надо. И так все еще обязательно. Друг Аллаха. Кудет. Здорово, дед. Здорово, внучок. Внучочек. Так, где у меня метка? Косяк. Опаньки. Блин, промахнулся. Перезаряд хотя бы 2, это окей. Как нам сделать? Надо сначала, наверное, вот эти. Нет, не дарю скины и эмоции. Ничего не дарю. Все, погнали на такси кататься и делать задачу. А что у тебя обидно? Что обидно?
Я ж тебе ничего не обещал даже. Просто попрошайничаешь. Ты банки потерял. Почему потерял? А, так они я собрал, они же вывалились. Я их сбросил по ошибке. Бля, да дайте мне задание это сделать, долбоящер, блин. Вот будет за мной лететь теперь, а. Шел вон, блин. Блин. Бравлик играешь? Что такое Бравлик? Бравл Старс, что ли? Ты с ума сошел? Это детская игра, блин. С какого сезона играешь? Не так много. С позапрошлого, наверное. То есть этот сезон я и боевой пропуск прохожу. Прошлый сезон я боевой пропуск проходил. А вот позапрошлый я его не проходил. То есть я копил. То есть позапрошлом сезоне я, по-моему, накопил по соточке. Но у меня аккаунт тут на самом деле года 2 уже, наверное. Расскажите мне, ребят, как вам новый микрофон? Хороший звук?